Всем привет! В данном видео я расскажу о личном кабинете клиники и о том, что доступно, какой функционал доступен врачу. Значит, в шапке профиля у нас роль администратора клиники. Хочу отметить, что роль администратора, она присваивается любому, кто зарегистрировался впервые, будь то с ролью врач или ролью техник, всегда по умолчанию присваивается роль администратора. И только после того, как вас приглашают, к примеру, быть сотрудником организации, лаборатории или клиники, тогда эта роль утрачивается, вы становитесь обычным сотрудником данной организации. Но администратор, который приглашает вас в организацию, он может также присвоить вам роль второго администратора, потому что мы все понимаем, что в любой организации такую роль выполняет как минимум два человека, подменяя друг друга. Также роль администратора может отводиться собственнику бизнесу или управляющему. В шапке существует также вкладка «Мой аккаунт». Эта вкладка позволяет удалить аккаунт, но также здесь есть защита от случайного удаления. Если вдруг есть незакрытые заказ-наряды или вы являетесь единственным администратором данной организации, а у вас уже здесь существуют сотрудники, то вы не можете просто так взять и удалиться, пока не пригласите либо нового администратора, либо не сдадите все работы. Значит, спускаемся ниже. У нас существует возможность для каждого врача и для каждого техника быть сотрудниками в нескольких организациях. Все мы знаем, что врачи могут быть сотрудниками в нескольких клиниках, а техники порой у нас трудятся на удаленке, к примеру, моделировщики, и также могут существовать в нескольких лабораториях. И для того, чтобы они не путались в заказ-нарядах, здесь существует переключение, возможность переключения между одной лабораторией в другую или между одной клиникой в другую. Тут у нас существует рядышком вкладочка, кнопочка обратной связи с разработчиками, с нами по ошибкам, выявленным в работе приложения, по пожеланиям. Либо, если есть еще какие-то комментарии, здесь можно писать, мы все это оперативно обработаем. Значит, основные вкладки в личном кабинете клиники – это вкладка «Заказ-наряды». Здесь отображается список заказ-нарядов существующих, и также вкладка непосредственно, которая создает заказ-наряды. Сам процесс создания заказ-наряда мы рассмотрим в следующем видео, для того, чтобы не нагружать информацией и чтобы видео не было слишком длинным. Значит, вкладка «Заказ-наряды», вкладка «Мои лаборатории». В данной вкладке мы можем либо пригласить лабораторию к сотрудничеству, зная ID данной лаборатории, указав в этой поисковой строке, либо перебирая те виды работ, которые выполняет клиника или врач, появляются те или иные лаборатории к выдаче для сотрудничества. Вот мы выбрали, к примеру, лабораторию, тип работы, вид работы, коронки и мосты на культях. Нам подсветилась данная лаборатория. Но учитывая, что она уже закреплена, она здесь вот таким образом подсвечивается, что лаборатория уже привязана. Идет наполнение, пока лабораторий немного, поэтому такая демо-история с несколькими лабораториями, в принципе, она показывает то, что в зависимости от типа работ мы можем прикрепить ту или иную лабораторию для исполнения. Также хочу отметить, что клиника может определить, прикрепить к себе, привязать к себе несколько лабораторий и для каждой лаборатории определить тот или иной вид работы. Все мы понимаем, что не каждая лаборатория закрывает весь перечень работ, поэтому можно прям вот точечно выбирать для этого типа работ одна лаборатория, для другого типа работ другая лаборатория. Дальше, входящие со сканера. Входящие со сканера – это вкладка с предварительно уже сгенерированным адресом электронной почты. Можно также его перегенерировать, но данная электронная почта
Это предназначено для того, чтобы мы прописывали этот адрес электронный в софте нашего интраорального сканера или в софте лабораторного сканера на стороне техника, чтобы письма и сканы с интраорального сканера не отправлялись сначала на почту, а потом с почты выдергивались и отправлялись в технику. Это позволяет нам хранить все сканы, так называемый инбокс, в самом приложении, и врач уже без перехода в стороннее приложение, в данном случае там e-mail или еще куда-то, может файлы, направленные от скана, прикреплять непосредственно сразу здесь в приложении к заказ-наряду. Значит, файлы прикрепленные могут выглядеть примерно таким образом, как часть письма с перепиской. Также реализовали такую функцию, как подсвечивается, если вдруг в письме упоминается пароль, например, от интраорального сканера приходит не просто файл, а архив. И к архиву часто бывает пароль. И если в письме присутствует пароль, упоминание о пароле, то письмо подсвечивается красненьким цветом и упоминается о том, что будьте внимательны, в письме присутствует пароль. И здесь по тексту он тоже подсвечен красным. Далее в заказ-наряде в следующем видео я покажу, в каком месте эти файлы у нас прикрепляются. Далее вкладка «Клиника». Здесь непосредственно в этой вкладке мы видим всех участников клиники, сотрудники, администраторы, всех сотрудников с их ролями. Также вкладка «Приглашения». В этой вкладке у нас есть возможность пригласить сотрудников в свою организацию по ID клиники, либо по пригласительной ссылке. Далее реестр работ. В данной вкладке у нас присутствует весь перечень работ, который уже со статусом «сдано» либо «отменен». Для того, чтобы мы вели учет выполненных работ тем или иным врачом. Здесь сортируется по врачам, по типам работ и период. Также удобно, можно напротив каждого заказ-наряда выгрузить это в виде PDF-файла и передать в бухгалтерию, к примеру, для расчета заработной платы. Далее рейтинг. Что такое рейтинг? Рейтинг может быть взаимный между техником и врачом. Также может быть рейтинг от пациентов, которых принимает врач. Для того, чтобы мы получали отзыв и рейтинг от своих пациентов, в самом заказ-наряде мы отмечаем галочкой о том, что пациент желает получить ссылку для отзыва, и при сдаче работы в течение 5-дневного срока пациенту приходит ссылка для того, чтобы он оценил результат работы. Ну и звездочками проставил там от 1 до 5. Данный рейтинг, забегая вперед, он будет ложиться в основу выборки при поиске после интеграции поисковых систем с нашим приложением, будет ложиться в основу при выборке лучший врач, лучшая клиника. Поэтому данная опция, она не обязательна, но она такая опция существует и мотивирует нас к тому, чтобы мы потихонечку рейтинг свой повышали и репутацию свою повышали. Что касается вкладки «Коллеги», здесь предусмотрено, что после каждой сдачи работ и врач, и техник взаимно могут оценить результаты работы, результаты совместной работы. И данный рейтинг видят только коллеги внутри нашего сообщества. Это было сделано с целью, чтобы ни техник, ни врач не относились халатно к своей работе, чтобы было взаимное уважение, понимая, что каждый из нас может оставить рейтинг о
по результатам данной работы о коллегах. Далее, пациенты и рассылки – это то, как раз о чем я говорил, что при выборе галочки о том, что пациент желает получать рассылку и уведомления, у нас появляется здесь, формируется список наших пациентов, с которыми мы работали, и появляется дополнительная возможность, опция делать им точечные рассылки, к примеру, по типам выполненных работ, ну, допустим, на ревизию или там на чистку. Также можно выбрать, в какой период пациенты, группы пациентов по периоду выбрать и направлять им различные уведомления, рассылки, да и в конце концов просто спросить, как у них дела, или поздравить их с каким-нибудь праздником. Ну, такой элемент лояльности и в то же время возможность контакта с пациентами без наших громоздких CRM непосредственно отсюда из данного приложения. Также присутствует возможность реферального кабинета. Ну, это для тех, как я говорил уже, активных товарищей, людей с активной жизненной позицией, кто желает продвигать наш сервис. Формируется реферальный личный кабинет, реферальная ссылка, по которой коллеги могут подключаться, регистрироваться. Здесь ведется учет всех тех, кто прошел по данной ссылке, зарегистрировался, и идут начисления. Далее под меню мы можем прописать название клиники, город клиники, отметку сделать о пуш-уведомлениях. И вот тут, о чем я говорил, некоторые галочки для отзыва пациента. В целом по основному меню я все рассказал. В следующем видео я подробно расскажу, каким образом создается заказ на ряд, какие есть основные элементы. Все, большое спасибо. До встречи.